Представьте себе растение, которое на протяжении многих веков считалось настоящим сокровищем. Его выращивали в монастырских садах, использовали травники разных стран, а его аромат ценился настолько высоко, что растение стало частью старинных рецептов напитков, сладостей и лекарственных сборов. Сегодня о нем знают далеко не все, хотя когда-то дягель лекарственный был одним из самых известных растений Европы. Вы на канале «Лесное дело», и сегодня мы познакомимся с удивительным растением, которое хранит множество интересных историй и до сих пор привлекает внимание ботаников, травников и любителей природы. Речь пойдет о дягеле лекарственном. Дягель лекарственный – крупное многолетнее растение семейства зонтичных. В благоприятных условиях его высота может достигать 2 метров и даже больше. У него толстый полый стебель, большие рассеченные листья и крупные шаровидные зонтики зеленовато-белых цветков. В природе дягель встречается на влажных лугах, по берегам рек, возле лесных ручьев и на опушках. Он предпочитает плодородные влажные почвы и прохладный климат. Название растения окружено интересными легендами. Во многих европейских странах его называли ангельской травой. Согласно одной из старинных легенд, во время эпидемии людям якобы было открыто знание об этом растении как о даре свыше. Историки не могут подтвердить достоверность этой истории, однако именно благодаря ей дягель получил латинское название Angelica archangelica, которое сохранилось до наших дней. В средние века дягель выращивали практически во всех монастырских садах Северной Европы. Монахи не только изучали свойства растений, но и собирали знания о способах их использования, передавая их из поколения в поколение. Именно поэтому дягель быстро распространился по многим европейским странам и стал одним из наиболее известных культурных лекарственных растений своего времени. Особенно интересен аромат дягеля. Он сочетает в себе свежие травянистые, пряные и слегка сладковатые ноты. Благодаря этому растение использовали не только в народной практике, но и в кулинарии. Молодые стебли засыпали сахаром, из корней готовили ароматные приправы, а семена добавляли в хлеб и выпечку. Во Франции, Германии и некоторых других странах дягель до сих пор входит в состав известных травяных напитков. Главную ценность представляет корень растения. Именно в нем содержится большое количество эфирного масла, а также кумарины, органические кислоты, дубильные вещества, смолы и другие природные соединения. Современные исследования продолжают изучать химический состав дягеля, поскольку он отличается высокой сложностью и разнообразием. На протяжении многих веков растения использовали в традиционной европейской фитотерапии. Из высушенных корней готовили настои, отвары и ароматные чаи. Однако важно понимать, что традиционное применение не является доказательством лечебной эффективности. Современная медицина оценивает подобные растения на основании научных исследований, поэтому использовать их в лечебных целях следует только после консультации со специалистом. Интересно, что дягель был известен далеко за пределами Европы. Народы Скандинавии употребляли молодые побеги в пищу, а в северных регионах растение считалось ценным источником витаминов после долгой зимы. Молодые листья и стебли собирали ранней весной, пока они оставались мягкими и сочными. Есть у дягеля и еще одна необычная особенность. Во время цветения его крупные зонтики буквально притягивают огромное количество пчел, шмелей, бабочек и других насекомых-опылителей. Поэтому растение считается прекрасным медоносом и играет важную роль в поддержании биоразнообразия природных экосистем. Однако собирать дягель самостоятельно следует очень осторожно. Он относится к семейству зонтичных, среди представителей которого встречаются не только полезные, но и крайне опасные растения. Некоторые из них внешне очень похожи друг на друга. Ошибка при определении может иметь серьезные последствия, поэтому начинающим любителям природы не нужно собирать подобные растения без достаточного опыта. Кроме того, некоторые вещества, содержащиеся в дягеле, способны повышать чувствительность кожи к солнечному свету. Именно поэтому после контакта со свежим соком растения рекомендуется избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами. Несмотря на многовековую историю, дягель постепенно оказался в тени более популярных лекарственных растений. Сегодня о нем знают значительно меньше, чем о ромашке, мяте или зверобое.
Однако именно такие забытые растения позволяют лучше понять историю народной медицины, традиции разных народов и огромный мир дикой природы. Дягиль лекарственный напоминает нам, что многие растения интересны не только своим составом, но и своей историей. В них переплетаются ботаника, культура, кулинария, старинные легенды и многовековые наблюдения человека за природой. Именно поэтому знакомство с такими растениями остается увлекательным даже спустя сотни лет. Если вам понравился этот выпуск, поддержите канал Лесное Дело, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Впереди нас ждет еще много удивительных растений, каждая из которых хранит свою собственную тайну. Спасибо за просмотр и до новых встреч!